Друзі рибалки, вітаю вас на нашем канале. Значит, снять данное видео, как это часто бывает, меня сподвигли ваши комментарии. Еще очень давно, можно сказать, в начале нашего канала, я снимал видео, где показывал, как связать достаточно популярный фидерный монтаж петля Гарднера. И назвал я то видео «Паттерностер. Техника изготовления фидерного монтажа». И даже в процессе самого видео вязал петлю Гарднера, но всегда говорил слово «паттерностер». И тут понеслись комментарии, что же ты неправильно говоришь, это же не паттерностер, а петля Гарднера. Ну и просто так начинающие рыбаки тоже задают вопросы довольно часто, чем же отличается паттерностер от петли Гарднера, и возможно это даже одно и то же. Так вот, в данном видео мы сейчас полностью разберемся в данном вопросе и все выясним. И забегая немного наперед, сразу скажу, что функционального отличия между паттерностером и петлей Гарднера нет абсолютно никакого. То есть можно сказать, что в процессе ловли это абсолютно два одинаковых монтажа, и по функциям они не отличаются никак. А вот по своей конструкции и по способу вязания есть небольшое отличие, и причем по конструкции это всего одно отличие. И для того, чтобы было наглядно все видно и понятно, я сейчас вначале свяжу петлю Гарднера, а затем свяжу паттерностер, и мы посмотрим, что у нас получится. Итак, для того, чтобы вам было лучше видно, я буду использовать вот такой светлый капроновый шнур, и на его примере все это дело буду показывать. Вообще цель данного видео не в том, чтобы научить вязать фидерный монтаж, а только в том, чтобы показать разницу между петлей Гарднера и паттерностером. Поэтому не буду тут сильно прям вдаваться в подробности. У нас по всем фидерным монтажам есть отдельные видео, которые я снимал красиво, за столом, крупным планом. И там все видно в подробностях, в деталях. Поэтому, если здесь что-то будет неясно, то я в описании к этому видео оставлю ссылки на все фидерные монтажи. И там уже можно будет подробно научиться их вязать. Значит, как мы обычно вяжем петлю Гарднера? Мы берем основной шнур, который идет от нашей катушки и уже пропущен через кольца удилища. Его конец сгибаем вдвое, формируем петлю длиной 10-15 сантиметров. И вот этот вот свободный конец у нас должен получиться где-то в 2 раза длиннее, чем вот эта петля. Лучше даже чуть-чуть больше, с запасом лишнее мы обрежем. Хуже, если не хватит. Вот так вот подтягиваем. Вот наша петля, вот этот свободный конец. Петлю фиксируем узлом 8. Затянули. Петля готова. К этой петле мы фиксируем кормушку. Я кормушку фиксирую через вертлюжок с застежкой, чтобы быстрее менять кормушки в процессе рыбалки. И с помощью вертлюжка у нас уменьшается шанс запутывания данного монтажа. Зафиксировал застежку способом петля в петлю. Цепляем теперь сюда кормушку и застежку закрываем. Все, наша кормушка зафиксирована. И вот этот вот у нас есть отвод. Этот отвод вот так вот опускаем вниз. И на его конце вяжем маленькую петелечку, к которой в дальнейшем мы будем крепить поводок с крючком. Очень важно, чтобы эта петелечка была ниже кормушки. Ни в коем случае не выше. Вот тут себе пальцами где-то отметили вот так. И вяжем небольшую петелечку. Все петельки на монтажах вяжу узлом 8. Петелечка готова. Лишний конец обрезаем. Все. Монтаж петля Гарднера полностью готов. И вот почему этот монтаж называется петля Гарднера. Потому что у нас кормушка зафиксирована на петле. Это, запомните, это очень важный момент в данном видео. Вот петля и вот кормушка.
И это у нас петля Гарднера. Теперь я этот монтаж обрежу. И мы свяжем паттерностер. Тот самый классический паттерностер. Кормушку тоже отсюда освобожу. Здесь мы тоже берем основной шнур, который идет от катушки и пропущен через все кольца нашего удилища. Но здесь есть, как я уже сказал, небольшие отличия в технике вязания. Здесь мы берем конец этого шнура, отмеряем сантиметров 40, складываем вдвое, получается вот такая длинная петля. И вот тут вот, где заканчивается вот этот конец свободный, мы эту петлю длинную фиксируем узлом 8. Хорошо затягиваем. Обрезаем лишний конец. И вот у нас получилась зафиксированная вот такая вот длинная петля. Теперь от этого узла, которым мы эту петлю зафиксировали, мы отступаем где-то сантиметров 20. Вот. У меня тут линеечка лежит, я так четко, чтобы все было. Отступаем от узла 20 сантиметров. И вот в этом месте, где у нас 20 сантиметров, обрезаем. И вот что у нас получается. У нас получается узел, вот этот, который мы уже связали. Один отвод короткий и один отвод длинный. На коротком отводе мы будем фиксировать кормушку, петелечку сделаю. Связал петелечку, обрезаем лишний конец. Теперь способом петля в петлю фиксирую вертлюжок застежкой и цепляем сюда кормушку. Застегиваем. И теперь, в принципе, то же самое, что мы делали с петлей Гарднера. Висит кормушка на своем отдельном отводе. А вот здесь, на вот этом длинном, мы должны тоже связать маленькую петелечку, к которой будет крепиться поводок с крючком. То же самое. Вот так вот, чтобы она была ниже кормушки. Отметили. Связали петлю узлом 8. И вот у нас классический паттерностер. Как мы видим, техника вязания отличается, но по функционалу разницы нет абсолютно никакой. По конструкции вот эта разница. У нас кормушка висит не на петле, а на одинарном шнуре. Вот одинарный отвод, никакой петли здесь нет. Ну вот эту маленькую петелечку, которой мы привязывали, крепили вертлюжок, мы ее не считаем, здесь можно даже клинчем привязать. Вот, у нас кормушка висит на одинарном отводе, никакой петли здесь нет. Все остальное то же самое. Вот и вся разница между этими монтажами. Вообще, вот вернемся к тому видео, о котором я рассказывал в начале, где я вязал петлю Гарднера, а называл в процессе видео этот монтаж паттерностером, и даже видео назвал паттерностер техника изготовления фидерного монтажа. Дело все в том, что
все-таки петлю Гарднера вязать гораздо быстрее. На рыбалках это очень важно, когда все нужно делать быстро и четко. Сейчас вот вернем кормушку к нашей петле Гарднера. Этот монтаж вяжется гораздо быстрее, чем паттерностер. Поэтому сейчас практически уже никто не вяжет классический паттерностер. Все вяжут вот такую вот петлю Гарднера, где кормушка фиксируется на вот этой вот длинной петле. Потому что этот монтаж вязать гораздо проще. Но по привычке, по старинке, все равно этот монтаж продолжают называть паттерностер. Вот и все. Поэтому если вы даже вот в интернете вбейте слово там паттерностер, как связать паттерностер, как связать фидерный монтаж, паттерностер, вы всегда найдете или какую-то там картинку, схему, статью, какое-нибудь видео. Все будут вязать именно вот так. То есть будут вязать петлю Гарднера, но называть и подписывать это как паттерностер. Потому что это еще с тех времен осталось такое вот название. Но из-за того, что, как я уже сказал, этот монтаж вязать гораздо проще, от классического паттерностера большинство рыбаков уже отказались. Ну а вообще есть один способ, как можно использовать классический паттерностер, и он по своему функционалу будет немного отличаться от петли Гарднера. Вообще это больше актуально было, подчеркиваю, было. Это было актуально для спортсменов, потому как раньше, когда еще на соревнованиях не были запрещены глухие фидерные монтажи, мы все знаем, что сейчас их уже давно запретили, на соревнованиях разрешены только скользящие монтажи, ввиду того, что если у нас что-то где-то обрывается, чтобы рыба могла освобождаться от кормушки и не плавать вместе с тяжелым грузом. Так вот, когда на соревнованиях еще были разрешены вот такие вот монтажи, как паттерностер, что делали спортсмены? Они брали шнур, но они не вязали паттерностер вот через такую вот длинную петлю, потом там ее не разрезали, как я это показывал. Они брали этот шнур и к основному шнуру привязывали шнур более тонкого диаметра. И на этот более тонкий шнур крепили кормушку. Что у нас в таком случае получается? Ведь на соревнованиях на самом деле абсолютно пофиг на кормушки, там очень важна каждая рыбка. Потому как когда подсчитывается результат какой-то вот такой небольшой рыбки, там если идет результат по весу, какой-то вот такой маленькой рыбки может не хватить для того, чтобы там занять какое-то призовое место. То есть на кормушке пофиг, но важна абсолютно каждая рыбка. И если рыбалка идет где-нибудь там в коряжнике или на камнях, как правило, кормушка у нас где-то может зацепиться, а поводок себе свободно там висит, болтается на течении. Кормушка зацепилась за камень, рыба клюнула, мы это увидели, подсекаем. У нас за счет того, что вот этот вот отвод из более тонкого шнура под кормушку, мы дергаем, обрываем кормушку, но благополучно достаем рыбу на крючке, но без кормушки. Вот в таком случае классический паттерностер себя оправдывает. Но я не думаю, что сейчас из обычных любительских рыбаков кто-то будет это использовать. Ну а на соревнованиях такие монтажи запрещены. Поэтому вот такая вот разница между этими двумя монтажами. И если кто-то называет петлю Гарднера паттерностером, в этом нет ничего страшного. Мы все понимаем, что это по сути один и тот же монтаж. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч.